Представьте, вы на пике популярности. Ваше лицо на всех экранах страны. Миллионы поклонников следят за каждым вашим шагом. А на утро вас задерживает полиция. Камеры, вспышки, заголовки газет. Карьера рушится на глазах. 4 года тюрьмы. Вот цена одной ошибки. Чагатай Улусой прошел через это и не просто выжил, он вернулся сильнее, чем когда-либо. Но как? И какую цену он заплатил за то, чтобы остаться на вершине? Сегодня он одна из самых загадочных фигур турецкого шоу-бизнеса. Актер, который исчезает из соцсетей на месяцы. Звезда, которая отказывается говорить о личной жизни. Человек, который выбрал молчание в мире, где все кричат, чтобы быть услышанными. Но почему? Что он скрывает? Почему самый популярный актер Турции живет как затворник? И что произошло за закрытыми дверями судебного зала, когда ему зачитывали приговор? В этом видео вся правда. От случайного начала в модельном бизнесе до международной славы на Netflix. От публичного скандала, который мог все уничтожить, до триумфального возвращения. От романтического героя молодежных сериалов до темных психологических ролей, которые показывают его настоящее лицо. Вы узнаете, как баскетболист, мечтавший о спортивной карьере, случайно стал актером, как один конкурс красоты изменил все, как сериал «Медсезир» сделал его кумиром миллионов, и как через год после этого его жизнь превратилась в кошмар. Мы расскажем о судебном процессе, который длился годами, о приговоре, который потряс всю индустрию, о том, как он продолжил сниматься, пока вокруг бушевал медийный шторм, и о цене, которую он заплатил за право остаться собой. Вы увидите, как он стал лицом первого турецкого проекта Netflix и вывел турецкое кино на мировой уровень, как играл супергероя в «Защитнике» и психологически сломленного портного в сериале «Портной», как вернулся на турецкое телевидение с новым масштабным проектом, доказав, что способен работать в любом формате. Но самое интригующее – его образ жизни сегодня. Почему актер, у которого десятки миллионов поклонников, практически не появляется на публике? Почему он избегает интервью и скрывает личную жизнь? Что стоит за этой стеной молчания? И главное, что произойдет дальше? Останется ли он в Турции или сделает шаг в Голливуд? Вернется ли на Netflix или сосредоточится на национальных проектах? Какую роль он выберет следующий и что она расскажет о нем самом? Оставайтесь с нами до конца, потому что самые шокирующие факты ждут вас впереди. И поверьте, вы еще не знаете всей правды о Чагатае Улусое. Поехали! В мире, где каждый второй актер ежедневно делится подробностями своей личной жизни в социальных сетях, где скандалы становятся валютой внимания, а личная драма – способом оставаться на слуху, существует человек, который выбрал совершенно иной путь. Его имя знают миллионы зрителей, от Стамбула до Латинской Америки. Его лицо мелькает на постерах крупнейших стриминговых платформ, а его проекты собирают рейтинги и награды, но при этом он остается одной из самых закрытых фигур турецкого шоу-бизнеса. Чагатай Улусой сегодня – это актер, который не нуждается в постоянном присутствии на светских мероприятиях, чтобы оставаться востребованным. Он не ведет ежедневные трансляции, не комментирует каждый слух и не превращает свою частную жизнь в публичные шоу. Его стратегия говорит через роли, а не через заголовки таблоидов. И именно эта сдержанность делает его фигуру еще более интригующей. За последние годы он стал лицом турецкого контента на Netflix, сыграв в первом оригинальном проекте платформы для Турции. Он вернулся на национальное телевидение с масштабным сериалом «Эшреф Рюя», где партнершей выступила одна из самых популярных актрис страны Демет Оздемир. Его имя регулярно появляется в списках самых высокооплачиваемых актеров индустрии, а его проекты неизменно привлекают внимание как внутри Турции, так и за ее пределами. Но откуда взялась эта закрытость? Почему человек, который мог бы легко превратить свою популярность в круглосуточное медийное присутствие, выбирает тишину? Ответ кроется не в капризе звезды, а в пройденном пути. Пути, который начался совсем не с актерской мечты, а с совершенно неожиданного поворота судьбы. Путь, который привел его через стремительный взлет, публичный кризис, международные признания и возвращение на вершину уже в новом качестве. Чтобы понять, кто он сегодня, нужно вернуться к началу, туда, где не было красных дорожек, съемочных площадок и многомиллионной аудитории, туда, где был обычный студент, который не думал становиться актером.
Стамбул конца 90-х и начала 2000-х – город контрастов, где древняя история переплетается с современностью, где европейская часть встречается с азиатской, а многонациональные семьи живут бок о бок, храня память о своих корнях. Именно в такой атмосфере 23 сентября 1990 года родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых лиц турецкого экрана. Его семья – типичный пример стамбульского многонационального наследия. По отцовской линии корни уходят в Болгарию, по материнской – в Боснию и Герцеговину, где предки имели бошняцкое происхождение. Эти детали не просто биографическая справка, они формируют понимание того культурного фона, на котором рос будущий актер. Балканская история, переплетенная с турецкой идентичностью, создавала особую атмосферу в семье, где ценились связь с прошлым и уважение к корням. У Чагатая есть младший брат по имени Аталай. И с детства старший чувствовал ответственность за близких. Это ощущение долга, привычка заботиться и защищать позже отразится в его зрелых ролях, персонажах с внутренним стержнем и готовностью нести бремя решений. О раннем детстве известно не так много, и это не случайность. Уже тогда закладывались основы того поведения, которое станет его визитной карточкой во взрослой жизни. Дозированное раскрытие личного, фокус на делах, а не на словах. Но из тех редких интервью, где он касается юных лет, складывается ясная картина. Это был энергичный, подвижный ребенок, которого родители направляли в спорт. Баскетбол стало первой серьезной страстью. Высокий рост, координация, азарт игры – все это делало его перспективным в этом виде спорта. Он всерьез думал о карьере профессионального баскетболиста, и это было не мимолетным увлечением. Тренировки, режим, дисциплина, спорт формировал характер и давал понимание того, что результат требует постоянной работы. Позже эта привычка к физическим нагрузкам станет важным преимуществом на съемочных площадках, где интенсивность графика требует выносливости и собранности. Помимо баскетбола, в детстве он занимался плаванием и даже прыжками в воду. Эта связь с водной стихией тоже сыграет свою роль. В будущем он не будет избегать трюковых сцен и физически сложных эпизодов, потому что тело уже было приучено к нагрузкам. Но важнее всего другое. Будущая актерская карьера не была запрограммирована заранее. Он не рос в театральной семье, не посещал детские актерские студии и не мечтал о славе с экрана. После окончания школы его путь выглядел вполне обычно. Он поступил в Стамбульский университет на специальность, связанную с ландшафтным дизайном и ландшафтной архитектурой, в рамках факультета, который в разных источниках описывается как профиль лесного хозяйства или садового дизайна. Точное название кафедры не так важно, важен сам факт, он учился не на актерскую специальность, шел по образовательной траектории, которая предполагала совершенно иную карьеру. Ландшафт, природа, проектирование пространства – все это далеко от телевизионных съемочных павильонов и красных дорожек премьер. Студенческие годы текли своим чередом. Университет, учеба, спорт. Никаких признаков будущей актерской судьбы. И именно в этот момент, когда жизнь двигалась по привычному руслу, возникла параллельная линия – модельная работа. Высокий рост, спортивная фигура, выразительные черты лица – все это делало его заметным, и постепенно начали появляться предложения поработать моделью. Это не было мечтой всей жизни или заранее построенным планом, скорее возможность, которая открылась благодаря внешним данным и востребованности в индустрии. Первые фотосессии, первые дефиле – все это происходило параллельно с университетом, не отменяя основного образовательного маршрута. Это связка спорт как привычка к режиму и дисциплине. Плюс университетское образование как признак того, что он не гнался за мгновенной славы, потом станет важной частью его публичного образа. Человек дела, который мало говорит и много работает. Человек, который не пытался быть постоянно участником светской хроники. Такой характер, сдержанный, ориентировочный на приватность, отмечает все, кто работал с ним. И он сам, когда объясняет, почему предпочитает минимизировать присутствие в медиа вне профессиональных поводов. Студент факультета ландшафтного дизайна, подрабатывающий моделью. Никаких признаков того, что через несколько лет его имя будет известно миллионам. Никаких намеков на то, что однажды он станет лицом первого турецкого проекта крупнейшей стриминговой платформы мира. Но именно в этот момент, когда жизнь казалась размеренной и предсказуемой, произошло событие, которое изменило все. 2010 год стал переломным.
К этому моменту модельная работа уже перестала быть просто подработкой. Она начала занимать все больше времени и открывать новые возможности. Высокий рост около 190 сантиметров, спортивное телосложение, сформированные годами баскетбола и плавания, выразительные черты лица – все это быстро сделало его заметным в индустрии. Но настоящий прорыв случился, когда он принял решение участвовать в одном из самых престижных конкурсов страны – Best Model of Turkey. Это не просто конкурс красоты в привычном понимании. Это платформа, через которую в турецкий шоу-бизнес пришло немало актеров и телеведущих. Победа здесь автоматически привлекает внимание продюсеров сериалов, агентств и представителей телевизионной индустрии. За финалистами следят, их приглашают на кастинги, им предлагают контракты. Для многих это становится билетом в новую жизнь. Чагатай Улусой стал победителем этого конкурса. Факт подтвержден официальными биографическими источниками и регулярно упоминается в его интервью. Но важно понимать масштаб того, что произошло дальше. Это не было просто вручением короны и цветов. Победа запустила цепную реакцию. Предложения о съемках в рекламе, контракты с модельными агентствами, фотосессии для крупных брендов, дефиле на значимых показах. Его лицо начало появляться в глянцевых изданиях, его образ стал узнаваемым. Все это происходило стремительно. Еще вчера студент, сегодня одно из самых обсуждаемых молодых лиц в индустрии. Но в отличие от многих моделей, которые годами остаются исключительно в фэшн-сегменте, у него переход к актерству случился почти мгновенно. Уже в 2011 году он получил свою первую серьезную телевизионную роль. Это говорит о том, что его заметили именно как потенциального актера, а не просто как лицо для рекламы. Однако между победой в конкурсе и первой ролью произошло нечто важное. Он начал системно готовиться к профессии. Понимая, что внешность и харизма не заменит актерского мастерства, он пошел на курсы актерского искусства. Это был сознательный выбор. Не просто воспользоваться моментом славы, а вложить время и силы в обучение. Он работал с педагогами, осваивал технику, учился держаться перед камерой уже не как модель, а как актер. Эта подготовка объяснит, почему его дебютная роль не выглядела дилетантской, несмотря на отсутствие театрального образования. Период с 2010 по 2011 год стал временем резкой смены жизненной траектории. Из студента, планирующего карьеру в сфере ландшафтного дизайна, он превратился в молодого человека, оказавшегося в центре внимания индустрии развлечений. При этом уже тогда формировался его характерный образ – закрытый, немногословный, сосредоточенный на работе. Он не стремился к агрессивному самопиару, не давал скандальных интервью и не пытался любыми способами оставаться на первых полосах. Работа говорила сама за себя. Модельный этап сыграл огромную роль в формировании его экранного имиджа. Спортивная подготовка дала физическую выносливость, необходимую для интенсивных съемочных графиков. Работа перед камерой научила контролировать тело и взгляд. Дисциплина, привитая спортом и закрепленной модельной работой, стала фундаментом для будущей актерской карьеры. После победы в Best Model of Turkey жизнь изменилась объективно. Появились контракты, медийность, первые поклонники и, главное, доступ к кастингам крупных телевизионных проектов. Продюсеры турецких сериалов, известных своей популярностью как внутри страны, так и на экспорт, обратили на него внимание. И когда пришло предложение о главной роли в новом сериале, он был к этому готов. Не только внешне, но и профессионально. Турецкая телевизионная индустрия начала 2010-х переживала период бурного роста. Сериалы активно экспортировали в страны Ближнего Востока, Балкан, Латинской Америки и Восточной Европы. Актер, который становился лицом успешного проекта, автоматически получал международную аудиторию. И именно в такой момент Чагатай Улусой оказался на пороге своего первого большого прорыва, роли, которые сделают его имя известным миллионам зрителей по всему миру. Роли, которая положит начало его пути от модели к настоящей телевизионной звезде. 2011 год. Телеканал Шоу ТВ запускает новый проект. Сериал под названием «Назвала я ее Фериха». Сюжет строится вокруг классической для турецкой драмы темы. Любовь между людьми из разных социальных миров. Героиня из небогатой семьи, скрывающая свое происхождение, и молодой человек из привилегированной среды. Контраст, напряжение, эмоции – все то, что турецкая аудитория любит и ждет. Но успех сериала зависел не только от сценария, но и от того, насколько убедительными окажутся главные герои.
Для Чагатая Улусо это был не просто дебют, это была сразу ведущая роль. Серьезный шаг для человека без многолетнего актерского стажа. Его персонаж Эмир Сарафоглу – харизматичный, обеспеченный молодой человек, который живет в мире, где все доступно, но сталкивается с чувством, которое невозможно купить. Роль требовала не только внешней привлекательности, но и эмоциональной амплитуды. Эмир проходит через внутренние конфликты, ревность, уязвимость и личную трансформацию. Экранной партнершей стала актриса Хазал Кая, и химия между героями сработала мгновенно. Зрители поверили в эту историю любви, а сериал быстро стал одним из самых обсуждаемых проектов своего времени. Рейтинги росли, социальные сети наполнялись обсуждениями, а имя Чагатая Улусо начало звучать повсюду. Но важнее всего было другое. Успех оказался не локальным. «Назвала я ее Фериха» активно экспортировался за пределы Турции и транслировался в целом ряде стран Ближнего Востока, Балкан, Латинской Америки и Восточной Европы. Это означало, что лицо Чагатая стало узнаваемым не только внутри страны, но и на международном уровне уже на раннем этапе его карьеры. Для турецкой телевизионной индустрии экспорт сериалов был активным и растущим направлением. И именно такие проекты создавали актерам широкую аудиторию. Для актера-дебютанта это был серьезный вызов. Турецкие сериалы известны большим хронометражным эпизодом и плотным графиком производства. Съемки идут почти без перерывов, сцены снимаются быстро, актеры работают по много часов подряд. Это требует не только таланта, но и физической выносливости, способности быстро переключаться между эмоциями и держать концентрацию. Спортивное прошлое и привычка к режиму сыграли здесь решающую роль. Он справлялся с нагрузками, не терял форму и продолжал развиваться как актер прямо в процессе съемок. Интенсивность работы стала для него настоящей школой. В интервью он говорил о том, что съемочный график сериала был его главным учителем. Каждый эпизод – новый урок. Каждая сцена – возможность понять, как работает камера, как строить диалог, как удерживать внимание зрителя. Он учился на ходу, и результат был виден на экране. Сериал выходил с 2011 по 2012 год и быстро сформировал вокруг него фан-зону. Зрители воспринимали его как нового романтического героя турецкого телевидения. Медиа начали активно интересоваться его личной жизнью, пытаясь найти подробности, которые можно было бы превратить в заголовки. Однако уже в этот период проявлялась характерная черта – стремление дистанцироваться от чрезмерной публичности. Он редко давал подробные интервью о частной жизни и старался говорить в основном о профессии. Эта линия поведения сохранится и в дальнейшем. После успеха первых сезонов последовало продолжение истории проекта «Путь Эмира», где персонаж Эмир получил собственную сюжетную линию. Однако этот спин-офф не повторил масштаб успеха оригинального сериала и был завершен досрочно. Тем не менее, к этому моменту Чагатай Улусой уже закрепился как востребованный молодой актер с проверенной аудиторией. Но настоящий прорыв был еще впереди. В 2013 году на канале Star TV стартовал проект, который станет культурным феноменом своего времени и окончательно закрепит за ним статус ведущего актера поколения. Этим проектом стал сериал «Прилив», турецкая адаптация американского сериала «Одинокие сердца». Здесь все было иначе. Если в «Назвала ее Фериха» его персонаж был представителем богатого мира, то в «Прилив» он сыграл Ямана Копера, молодого человека из неблагополучного района, который получает шанс на новую жизнь в религиозной среде. Роль требовала более сложной драматической глубины и психологической работы. Яман – это персонаж с внутренним конфликтом, социальной травмой, гордостью и одновременной уязвимостью. Играть такого героя значит показать не только внешнюю силу, но и внутренние переломы. «Прилив» стал одним из самых рейтинговых проектов своего времени. Сериал шел с 2013 по 2015 год и получил множество телевизионных наград. Химия между главными героями, саундтрек, стиль съемки – все это сделало его культурным феноменом среди молодой аудитории. Песни из сериала становились хитами, фразы героев цитатами, а образы – объектами подражания. Именно в этот период Чагатай окончательно превратился из нового лица в полноценную телевизионную звезду. Его имя стало синонимом рейтингов. Продюсеры знали, проект с его участием привлечет внимание. Зрители знали, если он играет, стоит смотреть.
Международный интерес к турецким сериалам способствовал расширению его аудитории за пределами страны, и теперь его узнавали от Стамбула до Буэнос-Айреса. Во время работы над «Прилив» активно обсуждались его физическая трансформация и работа над образом. Он поддерживал спортивную форму, что соответствовало характеру персонажа, сильного, выносливого, способного защитить себя и тех, кто ему дорог. Параллельно с сериалом он участвовал в рекламных кампаниях крупных брендов, что дополнительно укрепляло его коммерческую ценность на рынке. К середине 2010-х годов Улусой уже считался одним из самых популярных и высокооплачиваемых молодых актеров турецкого телевидения. Его имя стало ассоциироваться с качественными рейтинговыми проектами, а международный интерес к турецким сериалам превратил его в уязвимое лицо далеко за пределами родной страны. Казалось, все идет по восходящей траектории, популярность растет, роли становятся сложнее, аудитория расширяется. Но именно в этот момент на пике успеха произошло событие, которое могло разрушить все, что было построено. Событие, которое проверит не только его профессиональную устойчивость, но и способность сохранять контроль в условиях публичного давления. Май 2013 года. «Прилив» только набирает обороты, рейтинги растут, Чагатay Ulusoy находится на пике популярности. Именно в этот момент происходит событие, которое выводит его имя на первые полосы совсем по другому поводу. Турецкие правоохранительные органы проводят масштабную операцию в отношении ряда представителей шоу-бизнеса в рамках расследования, связанного с незаконным оборотом запрещенных веществ. Среди задержанных оказывается и он. Информация мгновенно распространяется через национальные СМИ и подтверждается официальными новостными агентствами. Это не слух, не домысел таблоидов, это факт, который невозможно игнорировать. После задержания его отпускают под судебный контроль, но дело не закрывается. Начинается длительный судебный процесс, который растянется на несколько лет. Турецкая судебная система рассматривает подобные дела долго, с многочисленными заседаниями и апелляциями. В случае Чагатая разбирательство продолжается до конца 2010-х. В 2018 году суд выносит решение. Актер признается виновным по статье, связанной с приобретением запрещенных веществ для личного использования, и получает наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 2 месяца. Однако приговор не означает немедленного заключения. По турецкому законодательству он имеет право на обжалование, и решение не вступает в окончательную силу до завершения всех апелляционных процедур. Важно понять, на протяжении всего процесса он продолжает работать и сниматься. Дело не приводит к фактическому прекращению карьеры. Несмотря на серьезный удар по репутации, продюсеры не отказываются от сотрудничества. Это говорит о том, что в профессиональной среде его рассматривают как востребованного актера с устойчивой аудиторией, а зрители продолжают следить за его проектами, отделяя личное от экранного образа. Период с 2013 по 2016 год становится временем повышенного давления со стороны прессы. Турецкие таблоиды активно освещают ход судебного процесса, обсуждают возможные последствия для карьеры и личной жизни, ищут новые подробности и комментарии. В этот период усиливается его склонность к закрытости. Он дает меньше интервью, избегает публичных комментариев по теме дела и практически полностью сосредотачивается на работе. Это не бегство, не попытка спрятаться, это сознательная стратегия. Не подливать масло в огонь, не превращать судебный процесс в медийное шоу, не давать дополнительных поводов для спекуляций. С точки зрения имиджа, это сложнейший этап. До 2013 года он воспринимался как золотой мальчик турецкого телевидения, молодой, успешный, без скандалов, с идеальной внешностью и растущей популярностью. После начала судебного процесса вокруг него формируется более сложный медийный образ. Однако, в отличие от многих случаев в шоу-бизнесе, этот кризис не уничтожает его профессиональные перспективы. Существенным фактором становится то, что параллельно он продолжает участвовать в крупных проектах. «Прилив» остается рейтинговым сериалом, и зрительская любовь к персонажу Яману оказывается сильнее негативного новостного фона. Зрители продолжают смотреть, продолжают сопереживать герою, продолжают следить за сюжетом. Это позволяет ему сохранить статус востребованного актера даже в условиях публичного кризиса. Судебное разбирательство завершается окончательно только после прохождения всех апелляционных инстанций. В более поздних публикациях сообщается, что приговор не приводит к фактическому отбыванию наказания в исправительном учреждении.
Однако сам процесс длится несколько лет и сопровождается постоянным общественным вниманием. Эти годы проверяют его на прочность, не физическую, а психологическую. Этот этап критически важен для понимания его дальнейшего поведения в медиа. После 2013 года он окончательно закрепляет за собой образ человека, который минимально комментирует личные вопросы, не ведет активную публичную жизнь в социальных сетях и избегает участия в скандальных ток-шоу. Он редко обсуждает частную жизнь, не вступает в публичные конфликты и не дает эмоциональных заявлений. Эта линия поведения становится не просто тактикой, а фундаментальной частью его публичной идентичности. С точки зрения карьеры кризис играет двойственную роль. С одной стороны, серьезный удар по репутации и постоянное давление прессы. С другой – переход к более зрелому и серьезному позиционированию. Уже во второй половине 2010-х годов становится заметно, что он выбирает проекты более избирательные и стремится к качественным сценариям, а не просто к рейтинговым мелодрамам. Кризис заставляет его переосмыслить подход к карьере и выстроить более устойчивую стратегию. Важно и другое. Этот период показывает силу его профессионального веса. Многие актеры после подобных событий исчезают с экранов, теряют контракты, оказываются за пределами индустрии. Он продолжает работать, продолжает получать предложения, продолжает собирать рейтинги. Это говорит о том, что продюсеры и телеканалы видят в нем не просто скандальную фигуру, а ценного профессионала с доказанной способностью привлекать аудиторию. Кризис не сломал его, он трансформировал. Из молодого романтического героя, живущего на волне мгновенной славы, он превратился в актера с более сложной биографией, с пройденным испытанием, с пониманием того, что публичность – это не только восторг фанатов, но и постоянное давление, внимание и необходимость контролировать каждое слово и действие. Когда судебный процесс наконец завершился, он уже был другим человеком, более закрытым, более осторожным, но и более зрелым. Именно в этот период он начал думать о следующем шаге, о выходе за пределы классического телевизионного формата, о работе в кино, о новых ролях, которые позволяют показать не только романтическую харизму, но и драматическую глубину. Кризис стал точкой перелома, после которой его карьера пошла по новому, более осознанному пути. После закрепления статуса телевизионной звезды и прохождения через публичный кризис, Чагатай Улусой принимает решение сделать следующий логичный шаг – выход на большой экран. Для турецкого актера это всегда важный этап. Телевизионная популярность не гарантирует успешную карьеру в кино, поскольку кино требует иной актерской концентрации, другой глубины проработки роли и способности удерживать внимание зрителя не на протяжении десятков серий, а в рамках 1,5-2 часов экранного времени. В 2015 году выходит фильм «Дикий мед», романтическая драма, в которой Улусой исполняет главную мужскую роль персонажа по имени Барыш. Его партнершей становится актриса Лейла Лидия Тугутлу. Картина рассказывает историю сложных романтических отношений, затрагивая темы любви, психоэмоциональной нестабильности и внутренних конфликтов героя. В отличие от телевизионных проектов, где сюжет растянут на десятки серий и эмоции могут развиваться постепенно, полнометражный формат требует концентрированной эмоциональной отдачи и точного драматического ритма. Для него это становится возможностью показать себя в ином качестве. Персонаж Барыш не просто романтический герой, это человек с надломом, с внутренними противоречиями, с эмоциональной нестабильностью. Играть такого персонажа означает уходить от привычного образа красивого молодого человека из мелодрамы и погружаться в более темную, психологически насыщенную территорию. Фильм привлекает значительное внимание аудитории и собирает заметную кассу в Турции. Для Улусоя становится доказательством того, что его популярность переносится и на киноэкран. Зрители приходят в кинотеатры, чтобы увидеть его в новом формате, и он оправдывает ожидания. Критики отмечают, что он стремится уйти от исключительно романтического амплуа и показать более сложного, внутренне надломленного персонажа. Это важный шаг в сторону актерской эволюции, сигнал о том, что он не собирается всю карьеру играть одни и те же типажи. Параллельно с кинопроектом продолжается его сотрудничество с крупными брендами в рекламной сфере. Он участвует в кампаниях международных компаний,
что подтверждает его высокий коммерческий статус. Его лицо появляется на рекламных щитах, в глянцевых журналах, в телевизионных роликах. Однако, в отличие от многих коллег, он не превращает рекламную активность в постоянную медийную экспозицию. Его публичные появления остаются ограниченными, а интервью – редкими и сдержанными. После завершения «Прилив» и выхода «Дикий мед» в его карьере наступает период определенной паузы. Он не участвует в большом количестве телевизионных проектов подряд, что для турецкой индустрии нетипично. Многие актеры стараются закреплять успех ежегодными сериалами, постоянно оставаясь на экране, чтобы не потерять аудиторию. Но Улусой выбирает более избирательную стратегию. Он не хватается за каждое приложение, не гонится за количеством проектов. Вместо этого он ждет чего-то значимого, чего-то, что позволит сделать следующий качественный шаг. Это решение впоследствии сыграет ключевую роль в его переходе на международную платформу. Пока многие коллеги продолжают работать в плотном телевизионном графике, он создает пространство для нового витка карьеры. И это пространство скоро заполнится проектом, который изменит все. В это время в турецкой индустрии начинается новый этап – приход глобальных стриминговых сервисов. К концу 2010-х становится известно, что Netflix планирует запуск оригинального турецкого контента. Это событие огромного масштаба. До этого момента турецкие сериалы распространялись через традиционный телевизионный экспорт. Их покупали телеканалы других стран и показывали в эфире. Но появление Netflix означало нечто принципиально иное. Турецкий контент будет доступен одновременно по всему миру, на глобальной платформе с профессиональной локализацией и маркетинговой поддержкой. Выбор актера на главную роль первого турецкого оригинального проекта Netflix становится стратегически важным решением. Нужен был не просто популярный актер, а тот, кто уже имеет международную узнаваемость благодаря экспорту сериалов, кто способен нести на себе крупный бюджетный проект, кто обладает физической подготовкой для съемок экшн-сцен и кто при этом не перегружен текущими долгосрочными телевизионными контрактами. Чагатай Улусой соответствовал всем этим критериям. И когда Netflix объявил о запуске своего первого турецкого оригинального сериала, именно он стал центральным лицом проекта. Это был не просто новый сериал в его фильмографии, это был шаг в совершенно иной формат производства, в иную систему дистрибуции и иную аудиторную модель. Если раньше его сериалы постепенно распространялись по разным странам через телевизионные контракты, то теперь его новый проект станет доступен одновременно в 190 странах мира. Таким образом, период после «Дикий мед» можно рассматривать как мост между его телевизионной славой внутри страны и международным позиционированием на глобальной платформе. Он уже не просто актер рейтинговых мелодрам, он узнаваемое имя, способное стать лицом крупного международного проекта. Его профессиональная стратегия в это время характеризуется осторожностью, отказом от избыточной публичности и акцентом на крупных потенциально значимых проектах. Пауза оказалась не слабостью, а силой. Она позволила ему подготовиться к следующему рывку, который выведет его имя на совершенно новый уровень международной узнаваемости и сделает его символом нового этапа турецкой индустрии развлечений. Декабрь 2018 года. На платформе Netflix выходит сериал «Защитник», первый турецкий оригинальный проект глобального стримингового сервиса. Это событие становится историческим не только для турецкой индустрии, но и для всего региона. Впервые турецкий контент создается не для традиционного телевидения с последующим экспортом, а сразу для глобальной аудитории, с бюджетом международного уровня и техническим качеством, соответствующим мировым стандартам. Чагатай Улусой исполняет главную роль Хакана Демира, молодого жителя Стамбула, который внезапно узнает, что принадлежит к древнему ордену защитников города и должен противостоять сверхъестественным силам, угрожающим его родине. Это принципиально новый жанр для турецкой аудитории – смесь фэнтези, мистики, боевика и городской легенды. В традиционном турецком телевидении доминировали мелодрамы и семейные драмы. Поэтому проект с элементами супергеройской мифологии становится настоящим экспериментом. Подготовка к роли требует серьезной физической работы. Улусой проходит интенсивные тренировки, поскольку в сериале присутствует множество экшн-сцен. Он должен выглядеть убедительно в боевых эпизодах, драться, бегать и выполнять трюки. Это совершенно иной уровень физической нагрузки по сравнению с его предыдущими романтическими ролями.
Спортивное прошлое снова дает о себе знать. Баскетбол, плавание, привычка к режиму и дисциплине. Все это позволяет ему справляться с плотным графиком съемок и сложными постановочными сценами. Производство «Защитника» отличается от классического турецкого телепроизводства во всем. Формат Netflix предполагает более короткий сезон, более высокое техническое качество, кинематографическую съемку и ориентацию на международную аудиторию. Это означает, что актерская игра также должна быть адаптирована под иной ритм повествования. В традиционных турецких сериалах сцены часто более растянуты эмоционально, диалоги длиннее, паузы драматичнее. В формате стриминга важна динамика, лаконичность, визуальная выразительность. Каждая сцена должна работать быстро и точно. Для Улусой это новая актерская школа. Он учится работать в ином темпе, с иными требованиями к подаче материала. Режиссеры и продюсеры Netflix требуют универсальности. Сериал должен быть понятен и интересен зрителю из любой страны, независимо от культурного контекста. Это влияет на все, от манеры игры до визуального языка проекта. Сериал выходит в декабре 2018 года и сразу становится доступен в десятках стран одновременно. Это автоматически расширяет географию узнаваемости Улусоя. Его имя появляется в международных публикациях, профильных изданиях, блогах о кино и сериалах. Он начинает ассоциироваться с первым турецким героем Netflix. Проект получает продолжение. Всего снимется 4 сезона, что подтверждает стабильный интерес аудитории. Последний сезон выходит в 2020 году. Критическая реакция оказывается неоднозначной. Некоторые рецензенты отмечают слабости сценария, предсказуемость отдельных сюжетных линий, жанровую неравномерность. Однако актерскую работу Улусоя в целом оценивают как уверенную и органичную. Для него это шанс уйти от имиджа исключительно романтического героя и показать себя в жанре фантастического боевика. Персонаж Хакан проходит путь от обычного молодого человека, который занимается своими делами и не задумывается о высоких материях, к осознанию собственной миссии и готовности жертвовать ради защиты других. Это позволяет демонстрировать внутреннюю трансформацию, показывать эволюцию характера. Важно отметить, что участие в международном проекте не сопровождается агрессивной медийной кампанией со стороны самого актера. Он по-прежнему сохранит сдержанность в публичном пространстве. Его интервью для международной прессы остаются редкими и в основном касаются профессиональных аспектов работы. Он не пытается превратить «Защитник» в трамплин для постоянного самопиара. Работа говорит сама за себя, а он остается верен своей линии поведения. Минимум личного, максимум профессионального. Параллельно «Защитнику» он практически не участвует в классических телевизионных проектах, что подчеркивает стратегический фокус на международной платформе. Такой выбор укрепляет его позиционирование как актера нового формата, не просто телезвезды локального масштаба, а участника глобального рынка контента. Сериал становится заметным явлением в международном стриминговом пространстве. Турецкая аудитория с интересом следит за тем, как их актер представляет страну на мировой платформе. Зарубежные зрители открывают для себя турецкий контент через совершенно иной жанр, чем традиционные мелодрамы. «Защитник» становится окном в турецкую культуру для тех, кто раньше не смотрел турецкие сериалы, через мифологию, через образ Стамбула, через визуальный язык города. Для Улусоя проект дает несколько ключевых преимуществ. Во-первых, международную аудиторию. Теперь его знают не только благодаря экспорту традиционных сериалов, но и как лицо оригинального контента мировой платформы. Во-вторых, опыт работы в ином производственном формате, более короткие сезоны, иная структура сценария, иной визуальный стиль. В-третьих, переход к более зрелым, сложным ролям от романтического героя молодежных мелодрам к персонажу с миссией, с внутренним конфликтом и ответственностью за судьбы других людей. С имиджевой точки зрения «Защитник» окончательно меняет восприятие. Он перестает восприниматься исключительно как герой молодежной мелодрамы и становится частью глобального стримингового контента. Это новый статус, который открывает новые возможности. После завершения 4 сезонов «Защитник» встает вопрос, что дальше? Вернется ли он к традиционному турецкому телевидению или продолжит работу со стриминговыми платформами? Ответ окажется неожиданным. Он выберет оба направления, но с разными акцентами. Следующий проект с Netflix будет принципиально иным по жанру и атмосфере.
а затем последует стратегическое возвращение в национальный прайм-тайм. Но прежде всего ему предстоит углубиться в психологическую драму, которая покажет его актерскую зрелость в полной мере. После завершения «Защитник» Чагатай Олусой не возвращается к традиционному телевизионному формату, а продолжает сотрудничество с Netflix. Однако следующий проект становится полной противоположностью фантастического боевика. В 2023 году выходит сериал «Портной». Это психологическая драма с элементами мелодрамы и социальной напряженности, где главное не экшен и спецэффекты, а внутренний мир персонажей, их молчание, их взгляды, их невысказанные эмоции. Олусой исполняет роль Пиями Докумачи, талантливого молодого модельера, который наследует семейное ателье после ухода из жизни деда. Сюжет строится вокруг тайны, связанной с его семьей, и отношений с молодой женщиной, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. В отличие от динамичного Хакана из «Защитник», Пиями – интровертный, травмированный, замкнутый человек, скрывающий эмоциональные и семейные конфликты. Здесь нет масштабных боевых сцен или супергеройской динамики. Акцент сделан на паузах, взглядах, психологическом напряжении. Такой формат требует от актера совершенно иной техники. Если в «Защитник» нужно было быть физически активным, энергичным, динамичным, то в «Портной» ключевое значение имеет сдержанность. Здесь важно не то, что персонаж говорит, а то, что он скрывает. Не громкие эмоции, а тихая боль. Не действие, а внутреннее напряжение, которое читается через мимику, через жесты, через то, как он держит иглу, как смотрит на ткань, как молчит в ответ на вопросы. Производство «Портной» также отличается кинематографическим подходом. Визуальный сериал выполнен в более темной, атмосферной стилистике. Камера часто работает крупными планами, что усиливает требования к точности актерской игры. Любая фальшь, любое преувеличение мгновенно считываются на крупном плане. Здесь нельзя переиграть, нужна внутренняя концентрация, нужна способность проживать эмоцию, а не показывать ее. В «Портной» Олусой выступает уже не как начинающий актер, не как молодое лицо, а как сформировавшийся профессионал, способный удерживать сложный драматический материал. Его персонаж проходит через внутренние конфликты, через столкновение с семейной историей, через попытку защитить близких и одновременно справиться с собственными демонами. Это роль, которая требует не только технического мастерства, но и эмоциональной зрелости. Сериал получает продолжение, выпускается несколько сезонов, что говорит о стабильном интересе аудитории к проекту. Международная доступность на Netflix вновь расширяет географию зрителей. В отличие от «Защитника», который делал ставку на жанровую новизну для Турции, «Портной» оказывается более универсальным по эмоциональному содержанию. История о человеке, пытающемся справиться с травмой прошлого, о любви, которая возникает в самый неожиданный момент, о семейных тайнах и о поиске себя. Все это темы, понятные зрителям любой культуры. Параллельно с «Портной» Олусой продолжает придерживаться своей привычной стратегии – минимальное количество публичных комментариев и отсутствие активной самопрезентации в медиа. Его социальные сети остаются относительно сдержанными по активности. Он не делится ежедневными подробностями жизни, не публикует бесконечные селфи, не комментирует каждое событие. Его присутствие в цифровом пространстве дозируемо и контролируемо. Это усиливает образ закрытого актера, который говорит через роль, а не через публичные заявления. С профессиональной точки зрения «Портной» окончательно закрепляет его переход от образа романтического героя молодежных сериалов более к сложным, психологически насыщенным персонажам. Если в начале карьеры он ассоциировался прежде всего с внешностью и харизмой, то к этому этапу его воспринимают как актера с устойчивым драматическим диапазоном, способного играть не только обаятельных героев, но и людей с внутренними трещинами, с болью, с неразрешенными конфликтами. Этот период также характеризуется тем, что он работает более избирательно и не участвует одновременно в нескольких масштабных проектах. Такая стратегия позволяет поддерживать ощущение редкости появления на экране, что повышает интерес аудитории к каждому новому релизу. В эпоху, когда многие актеры стремятся быть везде и постоянно, он выбирает обратное – появляться реже, но и весомее. «Портной» становится символом его зрелого этапа. Актер с опытом международного проекта, с пройденным кризисным периодом, с уже сформированной фан-базой и устойчивым профессиональным статусом. Он больше не доказывает, что умеет играть, он просто играет, и это достаточно убедительно само по себе.
Однако после 2 масштабных проектов с Netflix возникает вопрос: останется ли он исключительно в стриминговом формате или вернется к традиционному телевидению? Для многих актеров переход на глобальную платформу означает окончательный отказ от национального эфирного телевидения. Но Улусой выбирает иной путь. Он понимает, что стриминг – это международная аудитория. Но традиционное телевидение в Турции по-прежнему остается мощной платформой с широкой зрительной базой, которая не полностью перешла на цифровые сервисы. И именно в этот момент приходит предложение, которое становится стратегическим шагом – возвращение в национальный прайм-тайм с крупным проектом, партнершей в котором становится одна из самых популярных турецких актрис своего поколения. Это не шаг назад, а расширение присутствия. Это демонстрация гибкости, способности работать и в глобальном цифровом формате, и в классическом телевизионном производстве. Это баланс между международной узнаваемостью и национальной аудиторией. И этот баланс станет ключевым элементом его стратегии на следующем этапе карьеры. После нескольких лет работы исключительно со стриминговой платформой Netflix, Чагатай Улусой принимает такое решение, которое многих ставит в ступор. Он возвращается к классическому телевизионному формату. В 2024 году становится известно о запуске нового масштабного проекта под названием «Мечта Эшрефа». Производство осуществляет турецкая компания Teams EB. А премьера запланирована на национальном телеканале Канал Ди, одном из ведущих эфирных каналов Турции. Для карьеры актера этот шаг просто необходим. Возвращение на турецкий канал после Netflix – это не шаг назад, а шаг привлечь новую аудиторию в Турции. Несмотря на глобальный успех стриминговых проектов, традиционное телевидение в Турции по-прежнему остается мощной платформой широкой базой зрителей, особенно среди старших поколений, которые не перешли на цифровые сервисы. Возвращение в прайм-тайм позволяет охватить ту часть аудитории, которая продолжает смотреть сериалы по традиционному расписанию. В сериале «Мечта Эшрефа» Улусой исполняет главную роль, и уже сам факт его участия становится значимым информационным поводом. Но еще больше интерес вызывает выбор партнерши. Ею становится Демет Оздемир, одна из самых известных и популярных турецких актрис своего поколения. Этот актерский дуэт мгновенно привлекает внимание зрителей. В турецкой индустрии сочетание 2 популярных актеров часто становится ключевым фактором успеха проекта, и продюсеры прекрасно это понимают. Сюжет сериала позиционируется как драматическая история с элементами социальной и эмоциональной напряженности. По опубликованной информации, проект сосредоточен на сложной мужской фигуре с внутренним конфликтом и драматической предысторией, типаж которой соответствует эволюции актерского амплуа Улусоя последних лет. Это уже не романтический герой ранних сериалов и не фантастический персонаж формата Netflix, а более приземленный, психологически сложный образ человека, который сталкивается с реальными жизненными испытаниями. Важно отметить, что сам факт участия Улусоя в «Мечта Эшрефа» свидетельствует о его устойчивом положении в индустрии. Турецкое телевидение традиционно предъявляет высокие требования к рейтинговым показателям. Главные роли в прайм-тайм проектах получают актеры с подтвержденной аудиторией, те, на кого продюсеры могут положиться в вопросе привлечения зрителей. Его возвращение в такой формат говорит о том, что продюсеры по-прежнему рассматривают его как гарантию интереса, несмотря на годы, проведенные вне эфирного телевидения. Производственный процесс сериала сопровождается вниманием прессы, съемочные площадки, первые кадры, закулисные фотографии. Все это активно обсуждается в турецких медиа и социальных сетях. Однако сам актер сохраняет привычную сдержанность. Он не ведет активную промо-кампанию через личные социальные сети, не делает большого количества публичных заявлений, не превращает запуск проекта в бесконечную серию интервью и появлений. Эта стратегия остается неизменной. Проект говорит за него, а не личный пиар. Проект «Мечта Эшрефа» знаменует возвращение актера на ТВ и новый этап после международного успеха. Если «Защитник» был символом выхода на глобальный рынок, а «Портной» – закреплением в психологической драме, то «Мечта Эшрефа» демонстрирует, что Улусой не отказывается от национальной аудитории и продолжает быть значимой фигурой внутри турецкой индустрии. Это баланс между 2 направлениями карьеры – международными стриминговыми проектами и крупными локальными сериалами. Я думаю, что с профессиональной точки зрения проект важен еще и потому, что он показывает гибкость. Многие актеры после перехода на глобальные платформы перестают рассматривать традиционное телевидение как привлекательную опцию. Они зацикливаются исключительно на международных проектах, полагая, что возвращение на национальные каналы будет выглядеть как шаг назад.
Но Улусой демонстрирует иной подход. Он способен работать в обоих форматах, выбирая площадку не по престижности, а по качеству проекта и его потенциалу. Такой баланс характерен для актеров, которые уже достигли устойчивого статуса и могут позволить себе выбирать формат работы. Они не зависят от одной платформы, не привязаны к одному типу контента, не ограничены одним жанром. Они могут играть в фантастическом боевике для Netflix, в психологической драме для той же платформы и в крупном национальном сериале для эфирного телевидения. И все это будет восприниматься как логичное продолжение карьеры, а не как хаотичное метание. Запуск «Мечта Эшрефа» становится событием еще и потому, что возвращает его в фокус внимания широкой турецкой аудитории, которая могла не иметь доступа к Netflix или не следить за его стриминговыми проектами. Теперь его снова можно увидеть в привычном формате, в привычное время на большом национальном канале. Это расширяет охват и позволяет поддерживать связь с разными сегментами аудитории. Таким образом, «Мечта Эшрефа» — это не просто очередной сериал фильмографии Улусоя. Это стратегический шаг, подтверждающий его способность оставаться востребованным в разных производственных форматах и поддерживать интерес как турецкой, так и в международной аудитории. Это демонстрация того, что его карьера не зависит от одной платформы, одного жанра или одного типа проекта. Он остается гибким, избирательным и способным принимать решения, исходя из качества материала, а не из моды на тот или иной формат. И именно эта гибкость, эта способность балансировать между международным и национальным, между стримингом и традиционным телевидением, между экшеном и психологической драмой, становится ключевой характеристикой его карьеры на текущем этапе. Он больше не актер одного амплуа, одной платформы или одной аудитории. Он профессионал, который выбирает проекты по их потенциалу, а не по тому, где они будут показаны. На текущем этапе карьеры Чагатай Улусой занимает устойчивое положение в турецкой индустрии развлечений и остается одним из наиболее узнаваемых актеров своего поколения. При этом его образ жизни и подход к публичности заметно отличаются от типичного медийного поведения многих знаменитостей. Он сознательно выстраивает дистанцию между профессиональной деятельностью и личным пространством, и эта дистанция становится неотъемлемой частью его имиджа. Прежде всего, стоит отметить его отношение к публичности. В отличие от многих актеров, активно использующих социальные сети как инструмент ежедневного общения с аудиторией, Улусой сохраняет сдержанность. Его аккаунты не наполнены регулярными личными публикациями. Он не демонстрирует детали быта, не комментирует слухи, практически не участвует в онлайн-дискуссиях. Это не означает полного отсутствия в цифровом пространстве, но его присутствие носит ограниченный и контролируемый характер. Такая стратегия усиливает ощущение закрытости и формирует вокруг него определенную дистанцию, что парадоксально поддерживает интерес аудитории. Когда человек постоянно на виду, он перестает быть интригующим. Когда человек появляется редко, каждое его появление становится событием. В интервью последних лет он подчеркивал, что предпочитает сосредотачиваться на работе, а не на медийной активности. Он редко дает развернутое интервью о личной жизни и избегает обсуждений романтических отношений. Несмотря на периодические публикации в таблоидах о предполагаемых связях, сам актер почти никогда не подтверждает и не опровергает подобные сообщения публично. Эта линия поведения становится его визитной карточкой. Он не участвует в игре с прессой, не кормит таблоиды скандалами и не превращает личную жизнь в товар для продажи внимания. Что касается места проживания, он по-прежнему живет в Стамбуле. В открытых источниках указывается, что он не предпочитает более уединенные районы города, вдали от чрезмерной публичности. Он не демонстрирует роскошный образ жизни в социальных сетях и не позиционирует себя как светскую фигуру, регулярно посещающую вечеринки и публичные мероприятия. Его редкие появления на премьерах или пресс-мероприятиях обычно связаны исключительно с профессиональными проектами. Он приходит, выполняет необходимые промо-обязательства и уходит. Никаких затяжных тусовок, никаких фотосессий в ночных клубах, никаких постоянных появлений в светской хронике. Важной частью его образа жизни остается спорт. Физическая подготовка для него не только требование ролей, но и привычка, сформированная еще в юности. Баскетбол, плавание, тренировки – все это продолжает быть частью его режима. Он поддерживает спортивную форму, что заметно по его внешнему виду в проектах последних лет. Кроме того, в публикациях упоминается его интерес к активному отдыху и времяпровождению на природе.
Это согласуется с его стремлением к приватности и удаленности от избыточного внимания. Природа, море, горы. Места, где можно восстановиться от интенсивных съемочных графиков и побыть в тишине. С финансовой точки зрения Чагатай Улусой входит в число высокооплачиваемых актеров Турции. Точные суммы контрактов редко публикуются официально, однако в турецких деловых и развлекательных изданиях неоднократно сообщалось, что его гонорары за эпизод относятся к верхнему сегменту рынка. Участие в международных проектах Netflix дополнительно повысило его коммерческую ценность. Кроме актерской деятельности, он сотрудничает с крупными брендами в рамках рекламных контрактов, что традиционно является существенной частью доходов турецких звезд. Его лицо появляется в компаниях известных компаний, но при этом он не превращает рекламу в основу своего публичного присутствия. При этом он не ассоциируется с демонстративным потреблением. В медиа не фиксируется активного освещения коллекций недвижимости или публичных демонстраций дорогих приобретений. В отличие от ряда коллег, он не строит публичный образ вокруг роскоши и богатства. Его финансовый статус скорее воспринимается как естественный результат успешной карьеры, чем как элемент самопрезентации. Он не публикует фотографии дорогих машин, не демонстрирует часы за десятки тысяч долларов, не хвастается покупками. Все это остается за кадром. Профессионально он продолжает придерживаться избирательной стратегии. После завершения крупных проектов он может делать паузы, не заполняя каждый год несколькими сериалами подряд. Это отличает его от многих актеров турецкого телевидения, которые работают практически без перерывов, опасаясь, что аудитория забудет их, если они исчезнут с экрана. Но Улусой выбирает иной подход – появляться реже, но весомее. Такой подход позволяет ему сохранять высокий уровень ожиданий вокруг каждого нового проекта. Когда актер постоянно на экране, зритель привыкает и теряет остроту восприятия. Когда актер появляется с паузами, каждый новый проект воспринимается как событие. В целом, современный этап его жизни можно охарактеризовать как стабильный и контролируемый. Он пережил кризисный период, прошел через этап международного расширения аудитории, закрепился в статусе актера, который способен выбирать проекты, а не зависеть от любого предложения. Его образ сдержанный, дисциплинированный, ориентированный на профессию остается неизменным на протяжении последних лет. Это не маска, надетая для публики. Это выбор, который он сделал осознанно и которого придерживается последовательно. Его закрытость не воспринимается как высокомерие или пренебрежение к зрителям. Напротив, она читается как уважение границ между личным и публичным, как признак зрелости и понимания того, что не все должно быть выставлено на всеобщее обозрение. В эпоху, когда многие знаменитости превращают свою жизнь в бесконечное реалити-шоу, он выбирает противоположное – сохранение приватности как ценности. Эта стратегия работает, его фан-база остается лояльной, его проекты продолжают привлекать внимание, его имя по-прежнему ассоциируется с качественным контентом. Он не самый громкий, не самый скандальный, не самый активный в медиа, но, возможно, именно поэтому один из самых устойчивых. Если мы попытаемся понять, кем стал Чагатай Улусой сегодня, то нужно отойти от перечисления проектов и наград и посмотреть на то, какую фигуру он представляет в индустрии. Он не вписывается в привычные категории, он не актер одного жанра, не звезда одной платформы, не человек одного образа. Его карьера – это последовательность осознанных выборов, каждый из которых формировал его профессиональную идентичность. Начав с модельного конкурса, он мог оставаться в фэшн-индустрии и строить карьеру исключительно на внешности. Но он выбрал актерство и начал системно учиться. Получив первые роли в романтических сериалах, он мог всю жизнь играть обаятельных героев и жить на одной волне. Но он выбрал более сложные роли, требующие драматической глубины. Став звездой традиционного телевидения, он мог остаться в этом формате и продолжать собирать рейтинги на национальных каналах. Но он выбрал международную платформу и стал лицом первого турецкого проекта Netflix. Закрепившись в стриминговом формате, он мог полностью сосредоточиться на глобальной аудитории, а не вернуться в национальный прайм-тайм, показав, что не привязан к одной модели дистрибуции. Каждый из этих шагов был важным, и они расширяли его профессиональный диапазон и укрепляли позицию в индустрии. Он не гнался за мгновенной славой, не пытался быть везде одновременно, не превращал карьеру в бесконечную гонку за проектами.
Чагадай Улусой выбирал качество, а не количество, редкость появления, а не постоянное присутствие, глубину роли, а не поверхностную популярность. Его закрытость – это не случайность и не каприз, это часть стратегии, которая позволяет ему сохранять контроль над собственным образом. В мире, где личная жизнь знаменитости становится товаром, где каждый шаг фиксируется камерами и обсуждается миллионами, он выбрал иное – сохранение границ. Он не кормит таблоиды скандалами, не участвует в публичных конфликтах, не превращает романтические отношения в шоу для зрителей. Он говорит через роли, а не через заголовки. Эта позиция требует дисциплины. Легко поддаться искушению постоянной медийности, особенно когда вокруг все соревнуются за внимание. Но он выбрал другое – быть редким, быть закрытым, быть тем, кто появляется, когда есть что сказать профессионально, а не когда нужно напоминать о себе любой ценой. Спорт, который был частью его жизни с детства, сформировал в нем привычку к режиму и выносливости. Это не просто физическая подготовка, это ментальная установка. Способность выдерживать нагрузки, не терять концентрацию, работать методично и системно. Эти качества читаются в его карьере. Он не звезда одного проекта, которая вспыхнула и погасла. Он актер, который строит карьеру последовательно, этап за этапом, не теряя устойчивости. И тем не менее, кризис 2013 года мог сломать его. Многие актеры после подобных событий исчезают, теряют контракты, оказываются за пределами индустрии. Но он прошел через этот период, сохранив профессиональный статус. Это говорит не только о его таланте, но и о способности справляться с давлением, не терять фокус, продолжать работать в условиях, когда вокруг бушует медийный шторм. Он не оправдывался, не строил публичную защиту, не пытался переиграть ситуацию через эмоциональные заявления. Он продолжал делать то, что умеет лучше всего – играть. И это сработало. Переход на международную платформу через «Защитник» стал символическим моментом не только для него, но и для всей турецкой индустрии. Он оказался в центре первого турецкого оригинального проекта Netflix, став частью глобального изменения формата потребления контента. Это был шаг, который расширил его аудиторию в десятки раз и вывел его имя на международный уровень. Но он не стал заложником этого успеха. Он не начал гоняться за голливудскими контрактами, не пытался любой ценой закрепиться на западном рынке. Он продолжил работать в проектах, которые ему интересны, независимо от того, где они производятся. Портной показал его как актера зрелого психологического диапазона. Это уже не романтический герой юности, не супергерой фэнтези, а сложный персонаж с внутренними противоречиями, с травмой, с молчанием, который говорит громче слов. Способность играть такие роли приходит с опытом, с жизненным багажом, с пониманием того, что настоящая драма часто происходит не в громких словах, а в тихих паузах. Возвращение в национальный прайм-тайм с сериалом «Мечта и Шрефа» продемонстрировало нам его гибкость. Он не застрял в одном формате, не стал заложником одной платформы. Он способен работать и в стриминге, и в традиционном телевидении, и в кино. И эта универсальность – признак профессионализма и устойчивости. Актеры, которые зависят от одной модели дистрибуции, уязвимы. Актеры, которые способны адаптироваться к разным форматам, остаются востребованными независимо от изменений на рынке. Его путь можно описать как последовательное расширение масштаба от локального телевизионного героя до международной платформы и обратно к национальному проекту, но уже в статусе сформировавшегося актера с международным опытом. Он прошел через романтическое амплуа, кризисную фазу, жанровую трансформацию и этап зрелых драматических ролей. Каждый этап добавлял новый слой к его профессиональной идентичности. Сегодня он находится в точке, где больше не нужно доказывать свою ценность. Он уже доказал. Он не в начале пути, где каждая роль – борьба за признание. Он не на пике, где нужно удерживать внимание любой ценой. Он в состоянии устойчивого профессионализма, где можно выбирать проекты по качеству, а не по необходимости оставаться на виду. Его образ жизни отражает эту зрелость. Он не живет в постоянном медийном шуме, не участвует в скандалах, не превращает личную жизнь в публичное шоу. Он работает, поддерживает форму, проводит время вне камер так, как ему комфортно, и появляется публично только тогда, когда это связано с профессией. Это не высокомерие и не отстраненность, это выбор в пользу баланса между публичным и личным.
В индустрии, где многие актеры теряются в погоне за постоянным вниманием, где карьера рушится из-за скандалов или неудачных выборов, где слава часто оказывается мимолетной, он остается устойчивой фигурой. Не самой громкой, не самой скандальной, но одной из самых надежных. Продюсеры знают, с ним можно работать. Зрители знают, если он играет, стоит смотреть. Коллеги знают, он профессионал, который приходит подготовленным и выполняет свою работу качественно. Будущее его карьеры будут зависеть от того, какие проекты он выберет дальше. Вернется ли он к сотрудничеству с Netflix или сосредоточится на национальных проектах? Попробует ли в себя в англоязычном кино или останется в турецкой индустрии? Выберет ли новые жанры или углубится в драматический сегмент? Ответы на эти вопросы пока неизвестны, но одно ясно. Какой бы шаг он ни сделал, это будет осознанный выбор, а не случайность. История Чагадай Улусой – это история актера, который вошел в индустрию стремительно, пережил турбулентность публичного давления и сумел сохранить контроль над собственным профессиональным маршрутом. Он не идеален, он прошел через ошибки и кризисы, но он прошел через них, не сломавшись, не исчезнув, не потеряв профессионального веса. Именно это делает его карьеру не просто успешной, а показательной для современной турецкой индустрии развлечений. Он доказал, что можно быть востребованным, не будучи постоянно на виду, что можно быть звездой, не превращая жизнь в шоу, что можно строить карьеру не на скандалах, а на работе. И что в мире, где все кричат, чтобы быть услышанными, иногда самый сильный голос – это тот, который говорит тихо, но весомо. Вот такой путь прошел Чагадай Улусой, от студента, который не думал становиться актером, до одного из самых узнаваемых лиц турецкого экрана. Путь через взлеты и падения, через кризисы и триумфы, через романтические мелодрамы и психологические драмы, через национальное телевидение и международные платформы. Его история – это напоминание о том, что настоящий успех строится не на громких заявлениях, а на последовательной работе. Не на постоянном присутствии в медиа, а на качестве того, что ты делаешь. Не на количестве проектов, а на значимости. Спасибо, что были с нами и прошли этот путь вместе с нами. Если вам понравился этот ролик, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Здесь мы рассказываем истории людей, которые создают мир турецкого кино и сериалов. Ставьте лайки, делитесь видео с теми, кому это может быть интересно. И обязательно пишите в комментариях, какие проекты Чагадая Улусоя вам запомнились больше всего. Что вы думаете о его стратегии закрытости и каких актеров вы бы хотели увидеть в следующих выпусках? Ваше мнение важно для нас. До встречи в новых историях.